Итак, сегодня я вам расскажу про редуктора, а именно про заварку, как ее правильно заварить, чтобы она не развалилась и не гудела. На примере этих трех редукторов я сегодня объясню, как нужно правильно заварить, чтобы ничего не перегреть, и как варить не нужно, чтобы перегреть. Начнем с разобранного редуктора, который у нас здесь лежит слева. Открытый редуктор обычный одноногий, только с закрытым типом, то есть он выглядит вот так вот в сборе. Это со свежих кузовов, там 110, с икса, еще на каких-то кузовах он ставился. Они бывают и открытые, и закрытые. Нужно именно охотиться вот за таким, потому что этот редуктор must have под заварку. Просто идеально. Сейчас объясню почему. Разбирается он очень просто. Откручиваете 4 болта, снимаете 2 бугеля. Главное вот эти шайбы не перепутать лево-направо. У них каждая своя толщина и ответная часть под подшипник. Дальше перед вами будет вот такая блокировка. Соответственно, она же одноногая. С этой стороны болты есть. Вы их выкручиваете. И перед вами открывается вот такая вот картина из вот этих вот шестеренок. Это вот верхняя часть. Дальше вы это все дело обезжириваете. Вот так собираете. И удобным для себя способом ставите прихватки со всех сторон. Потом это все дело обвариваете, остужаете. Потом вы берете эту заварку, которую заварили, ставите сюда в редуктор, прикручиваете это все дело и катаетесь, радуетесь. Потому что подшипники вы не перегрели, у вас ничего не гудит, масло не бежит с сальников, так как вы с ними тоже не взаимодействовали. И все у вас будет хорошо. В принципе, на этом можно закончить. Но я хочу рассказать, как не нужно варить. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но я хочу рассказать, как не нужно варить редуктора. Есть вот такой вот пример. Тот же самый одноногий редуктор, только открытого типа. То есть здесь можно видеть большое окошко, в которое можно наварить. Собственно, что здесь и сделали. Обычно, когда варят такой редуктор, никто здесь ничего не обезжиривает, не моет и просто варят вслепую электродами. Еще видел, как варят эти редуктора, цепляют массу на корпус и начинают варить. Только допускают одну ошибку, при том, что масса проходит через подшипник, и подшипник нагревается еще больше, чем вы просто будете варить сюда. На главную пару цеплять тоже нельзя, потому что она может сплавиться и повредиться, как в этом случае. Вот здесь что-то пошло не так. Соответственно, этот редуктор можно заварить также разобрав, но хорошего результата здесь не стоит ожидать. Поэтому вот эти редуктора закрытого типа просто идеал для заварки. Я считаю, что это одна из лучших заварок по типу жесткой блокировки Lockrite. То есть это никогда не развалится. Чтобы это развалить, я не знаю, что нужно сделать. И вы ничего не перегреваете. Надеюсь, это была полезная для вас информация, и вы будете правильно выбирать редуктора под заварку. Ну и как вы можете заметить, вся окалина, все, что летит, остается за пределами редуктора. Вот так вот получается заварка. Все сателлиты приварены. Все это дело вставляем в корпус. Закрываем вот так вот сверху, прикручиваем с обратной стороны вот этими болтами, собираем все в обратном порядке, масло, герметик и на машину. Настала эра 110-х кузовов. У нас тут на ремонте Вероса 110-й Марк, это два брата. Это Макса тачка, это Степы. Пацаны заехали на доработки по вывороту, редуктора, ну и там по мелочи. Здесь тоже у нас 110-я школа, замена печки и что-то там еще. По передуву были вопросы, зарешали, все сделали, завтра тачка на выдачу. Хотел рассказать про 110-й кузова. Эти две машины заехали на доработки, мы будем устанавливать выворот, рычаги. Теншины здесь уже стоят, сзади заварка, обслуживание ступиц. В общем, подготавливаем машины максимально, чтобы они зимой покатались, а летом уже будут свапаться на коробку. Сейчас тачки на автоматах, но обе турбовые. Здесь мы установили теншин, нижний разваренный рычаг, переварил немножко пайп кулера, здесь уже все колхоз стоял, поставили нулевик с нормальным впуском, что здесь тоже колхоз был, обслужили ГРМ, ну и так по мелочи, там свечи, катушки, всякие вот эти вот дела. Также установили редуктор, заварку, две ступицы, привода заменили, в общем, вот этот весь лут, это все с этой машины. Собственно, что хотел сказать. Эра 110-х кузовов началась, потому что в боксе стоит 3 машины 110. Это значит уже о том, что первые звоночки, что 90-е и 100-е кузова заканчиваются. На самом деле, наверное, это не так, но просто так совпало, решил подснять. Всем здорово, у меня будет включение небольшое. Как вы можете видеть, на дороге снег. А это значит, что сегодня в Владивостоке второй снег в этом сезоне. Смотрите, сколько народу собралось. Все ждут дрифта. Не знаю, кто здесь будет дрифтить, потому что здесь дрифтить невозможно. Сейчас можно просто разбиться. Сейчас хватаем Саню и едем по городу. Там весь город в снегу просто. Потом с пацанами ловимся. Сейчас я подсниму по тихой движа. Как-то так это выглядит. Ну, чтобы вы понимали, в обычный день здесь столько людей нету. Это просто народ собрался посмотреть, как дрифтят, катаются. Камеру не, врубил. Второй раз-то я прям вообще... Нормально? Ну прям пиздец, ну вот Саня не даст пиздеть. Саня продал Лауреля, Тёма стоит, радуется. Первый снег пошел. Ну как снег, это просто каша. На самом деле, я думал, будет вообще нормальный снег и покатаемся. Так как завтра понедельник, всем на работу, и ну сегодня что-то никто не поехал. Ну и типа дорога растаяла. Часть здесь в говне, надо все помыть. Чуть-чуть коцнул диск, там вообще потихо, и
где-то зацепились, не знаю. Так тачка рулится, но надо больше кастера сделать. Если больше кастера сделать, я думаю, что будет, скорее всего, цепляться за крыло. Есть такой шанс, поэтому будем снимать крылья, поедем на развал, все настроим, все сделаем. Только после этого будем уже примерять крылья. Вырезать не хочу, потому что это летний сетап. Скорее всего, какие-нибудь поставлю, отрежу и поедем. Сошка пока работает на 70%. Не прям доволен, но я думаю, сделаем нормально. Итак, как говорится, готовь сани летом. Нахватил колес. Вот таких. Наперед пойдут. Сейчас будем это все дело устанавливать. Короче, вот так вот на четверке обулись. Очень хорошо. Вещаю с бокса. Есть одна история, которую я хочу рассказать на свой канал. Она касается сборки моторов. Сейчас вы видите здесь беспорядок. Это мы разобрали мотор. Недавно собранный мотор. Здесь было абсолютно все новое. Но стояли вот такие вот кольца NPR. Скорее всего, поддельного качества. Сейчас объясню, что у нас случилось, какие есть вопросы к кингам и вообще про сборку мотора. Рассказываю. С этим мотором случился факап. В таком моменте кольца, которые мы сюда поставили, оказались браком. Я не обратил внимания, то что вот на кольцах должна быть вот такая маркировка. С одной стороны для дистрибьютора, тут код, и здесь для потребителя. Мы уже его проверили, все отлично, это все оригинал. До этого на кольцах не было вот этой маркировки, ну и скорее всего они были поддельные, из-за этого они сломались. С мотором все ок, ничего не повредилось. Рассказываю, что случилось. Вы можете наблюдать кольцо, которое там стояло, которое обломалось. Вот здесь, не знаю, будет видно, нет. Есть под 90 градусов изгиб, а на второй части его нет. Оно сломалось и упало в поддон. Маслосъемное кольцо не прижималось, одно и второе. Ну и мотор дымил. Дальше пройдемся по вкладышам. Это вот наши вкладыши. King Racing, который я ставил. На одном из вкладышей было отверстие дополнительное, но не сквозное. Но здесь история в другом. В том, что загиб замка не до конца сформован, из-за этого он вот здесь протирался. Соответственно, при сборке мотора я этого видеть не мог, потому что вот этот вот загиб был примерно ровный. Когда все это схлопнулось в шатуне, оно вот так вот погнулось. Думаю, надо проверить свои вкладыши. Шатунные все норм, а вот коренные на одном вкладыше вот такие механические повреждения. С одной стороны, где замок, видно, и с другой стороны тоже есть механическое повреждение. Какого качества? Запчасти для сборки двигателей. Это все покупалось у официалов. То есть это Tuning Fun привозит через официалов. 3 комплекта и 3 бракованных. Не знаю, на чем собирать, скорее всего на Кинге, но постоянно перепроверять. Tuning Fun нам поменял шатунные, но про коренной пока ответа нету. По мотору мы купили оригинальные кольца NPR, которые ходят и все их рекомендуют. Сейчас мы их заменим на всех 6 поршнях и все это дело соберем обратно в мотор. В целом больше повреждений никаких не обнаружено, все работает исправно, вот за исключением 5-го цилиндра, где собиралось масло и мотор дымил. Мы поменяли маслосъемные колпачки, потому что они тоже были подвопросные, не помогло. И поменяли турбину. С турбиной были вопросы, турбина бэушная, не новая, сейчас там новая турбина. Такая вот история, возможно для кого-то будет уроком. Причем я говорил, что эти кольца я ставить не хочу, хотел, конечно, ставить оригинал, но оригинала сейчас нету. Да и какого качества сейчас придет оригинал, тоже неизвестно. Если приходит King вкладыши в раздельных упаковках покоцанные уже. Поэтому делайте выводы сами. Включение. Сейчас едем на речку. Чайзеру чуть крутанул схождение, крутанул кастера, потому что руль не так возвращался, как я хотел. Крылья снял, потом после всего этого теста, скорее всего, поставлю другие, отрежу их и поеду. Забыл фишку сделать. Серега, у нас еще кое-что тут надо сделать. Короче, сегодня едем с Серегой, Серега штурманом будет. Будем кататься на боевом шипе. Сейчас быстро все собираем и едем, уже и так опаздываем. Поэтому такое краткое включение, уже включимся с речки. Короче, мы не поедем, у нас ЧП. Серега открыл ворота, не до конца открыл, и это. Я поехал, и все, и взорвались. Короче, чуть-чуть назад сдвинула петли. Крышка багажника вроде целая осталась. Просто сейчас ехать без стекла мы с Серегой просто умрем. Так что у нас техсход. Все, мы спать. Сегодня у нас выезд не получится. Случилось то, что не должно было случиться. Я торопился, Серега чуть переоткрыл ворота. И результат тому взорванное окно. Чуть-чуть здесь надавило на стекло, и оно вылетело. Мы все пропылесосили, все убрали. Завтра понедельник, вызову стекольщика. Стекло недорого должно стоить, там, наверное, 1500-2000. Все это по новой вклеим. И уже поедем в следующий раз. Ну, значит, так надо было. Единственное, что петли багажника согнуло, и их надо будет тоже отдельно купить. По передку получилось, как будто развал вообще ушел. Кастер хорошо сдвинули, прилично. Крылья накинули, развала нету. Надо будет добавить развала, и будет все четко. Ну, после развала схождения, конечно же, все здесь отмыть и все это собрать. Итак, небольшой анонс
по чайзеру. Чайзер полный боевой, поставили зимние щетки, сделали развалы, чуть-чуть добавили верхним рычагом, настроили кастер, крылья сняли, потому что будут цепляться, надо все отрепетировать, все сделать как надо, и после этого уже ставить крылья, либо мои, либо какие-нибудь за 1000 рублей, отрезал и поехали. Стекло, как я показывал, вывалилось, наклеили сегодня новое стекло, благо стекло стоит всего 1000 рублей, козырек приклеили, все в салоне собрали, пропылесосили, все отлично, багажник тоже встал по своим местам, чуть-чуть петли загнуло багажника, но новые петли порешали вопросы. Все, тачка готова ехать, надо протестировать, заехать на развал и можно в бой. К зиме готовы. 21 числа будет снег, я обязательно на него поеду. Итак, у нас на улице снег, то самое 21 число, по которое я говорил. Чайзер на базе, готов. Сейчас мы ему поставим крылья. Одно крыло мне подогнали, и второе тоже подогнали. Для понимания, я на дороге просто коллапс. Что-то чистят, но что-то очень слабовато. На дорогах просто жесть, вообще нереально. Но я думаю, сегодня покатаемся по центральным дорогам, их чуть почистят, и нормально будет. Снег с 2 часов дня идет, ему вообще пофигу просто, он камен. Вот хочу спасать казака, он там на микроволновке где-то застрял, на бордюр наскочил. Сейчас едем его спасать, поеду подсниму, что он скажет. Блин, ну такого снега во Владивостоке очень давно не было. Жесть, я его так ждал, 3 года. Вот ради этого снега я всегда строил эти 81 марки, потому что думал, что будет вот такой снег, и мы будем кататься. По итогу нифига не было. Только марки были, а снега так и не было. Самое главное не встать на таком подъеме, потому что потом придется сдавать назад. Это жесть просто. Ну хорошо, тачка рулится, мне очень нравится, я все сделал. Вот просто еду как мне надо, она сама возвращается под газ. Короче, чтобы понимание было, конец путепровода, за мной пробка. И впереди меня пробка. И народ стоит. У меня тут, конечно, снега просто жесть. Вот по такому, конечно, снегу кататься не очень, потому что под ним лед. И ты, получается, забуксовываешься, колесо набивается. Все это дело нифига не тормозит. Короче, палево. Надо, чтобы все разъехались, и тогда мы сможем нормально погонять. Короче, Тёма меня пришел спасать. Вы там нормально вытолкались? Да. Короче, смотри, я тут чуть-чуть заехал, сколько смог. Я думаю, надо чуть-чуть с морды толкнуть, и если вы втроем толкнете, то ништяк будет. Можно тебя, Тёма, в багажник положить. Смотри, если хочешь. если что, правее бери, там, в принципе, более-менее зацеп. От них вот так справа, я Да. так, наверное, не проеду. Смотри, я застрял, где автобус стоял. Ага. В итоге Андрюха додумался, говорит, кидай вниз себя, там вообще асфальт. Ага. Я прям на склоне, нахуй, зацеп, все, и погнал, блядь. Ну что, пару манипуляций, и мы выкатились. Тёма толкнул, мы там чик-чик-чик, и прошли. Тут уже более-менее, самое главное подъем штурмануть. Народ друг другу помогает, это хорошо. Сейчас дальше по прямой, спасаем Саню и едем. Подъехали под мост, ну тут как обычно, вот эти ребятки. Ну просто голый лед, чтобы вы понимали. А народ здесь вот на Лексусах, на Жуке. Так вот все это здесь не чищено. Вот полный привод на Жуке, пошел. Да. На самом деле удивительно, почему копов еще нету. Обычно уже приезжают и всех разгоняют. У нас просто здесь место сбора, и мы отсюда сейчас поедем. О, вот на сотке пошел. Это арабы приехали, понял? Арабы же дрифтят. Да. Ну он нормально, да, шагает? Пойдем. Рулится тачка, это когда вот так. Одной рукой снимаешь, а другой хасанишь. Добились того самого выворота, чтобы все само крутилось, только подхватывать надо было газом. Оцените. И сейчас сухач будет. Опа. Короче, кайфы. Сейчас будем онборды снимать.
развернуло, и мы, короче, порог потеряли. Казах, что за хрень? Походу хата порогу или что, или раскрутился. А, ну его вырвало от веса, наверное. Блин, я с собой ничего не взял подлечить. Надо куда-то пороги тогда сгружать. Все в снегу, колеса просто жесть, там все это бьет. Сейчас Саня порог куда-нибудь запрессует. Да, конечно, прыгаем. Тут ровно. Давай, на серый, направо. Приехали на заправку. Кончилось топливо, сейчас подзальем чуть-чуть. Дай там смотреть, что пацанов. Пацаны, вы чё? Вы что делаете? Он разворачивался со второй этой полосы. Тот тип, да? Да. На дороге что-то очень много ДТП. Мы тут ворвались на русский. Очень красивый спот. Сейчас попробуем по нему прорвать потихой, если он почищен. Сейчас будем штурмовать заезд. Сейчас тут вообще высота большая. Сейчас казак распинает. Я буду разгон брать. Мы штурмуем бокс. В принципе, колея вроде есть, по ней спускаемся. Не знаю, что у нас на базе. На базе, наверное, просто полная вакханалия. Но на базу мы вроде спускаемся. Сейчас надо будет еще на хайсе выкатиться и поставить 80-ку. Конечно, жесть. Итак, это уже следующий день. На улице выпало очень много снега. Чтобы вы понимали, с обеда мы с Серегой откапываемся. Благо у нас есть вот такой бульдозер. Серега снимает бампера. Я выкатил чайзера. Не знаю, сегодня надо, конечно, ехать покататься, наверное. Но что-то после вчерашнего такое себе удовольствие. Серый, ты заряжен сегодня ехать? Ну, если мы выйдем вообще с этой территории. Вниз-то уедем. Сейчас отогреваюсь, еще раз прокатываю и загоняю в бокс Bobcat. Завтра будем дальше расчищаться с GCB-хой. Жесть, погода, конечно, преодолела нас потихой, но ничего страшного, мы не отчаиваемся, откапываемся, едем кататься.